Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости канала. Благодаря показаниям тех, с кем фюрер находился в последние дни своей жизни, военным историкам удалось воссоздать картину последних дней жизни диктатора и основоположника национал-социализма Адольфа Гитлера. 20 апреля, 10 часов 30 минут. В этот день Гитлеру исполнилось 56 лет. По этому случаю в рейхсканцелярии собралась в последний раз вся верхушка режима. Геббельс, Гиммлер, Борман, Шпеер, Риббентроп, а также некоторые генералы вермахта. Геринг прибыл сразу после того, как отправил из Берлина колонну из 24 грузовиков с личным добром на юг Германии. После короткого приветствия фюрер начал обход. Он выслушивал поздравления от каждого, подавал для рукопожатия дрожащую ладонь, говорил несколько слов в ответ. Мероприятие походило на прощание. Накануне вечером Гитлеру предложили уехать из столицы и лично возглавить оборону на юге Германии. Однако министр пропаганды Геббельс посоветовал ему остаться в городе и, если уж суждено, встретить смерть под руинами столицы. Фюрер принял окончательное решение. Он остается. 20 апреля, 19 часов 45 минут. Гитлер вернулся в бункер. Он приказал рассредоточить свой штаб. Прощаясь со своим личным врачом, который получил приказ отбыть на юг страны, фюрер бросил: «Мне уже не помогут никакие наркотики». В личных покоях фюрера устроили скромный банкет. Присутствовали Ева Браун, Борман и еще несколько приближенных. Пили вино, танцевали. Патефон крутил единственную обнаруженную в бункере пластинку с танго о кроваво-красных розах. 21 апреля, 8 часов утра. Гитлер проснулся на 2 часа позже, чем обычно. Его привлек грохот канонады. Советская артиллерия била по Рейхстагу и Бранденбургским воротам. «В чем дело? Откуда эта стрельба? Что, русские уже так близко?» – в бешенстве закричал он. Фюрер схватил телефонную трубку, набрал какой-то номер и, брызжа слюной, завопил: «Необходимо повесить все руководство Люфтваффе!» Адъютанты остолбенели. Он бросил трубку и произнес упавшим голосом всего одно слово: «Предательство». В это время Геббельс через секретаршу Гитлера обратился к фюреру с просьбой разрешить перебраться в бункер его жене и 6 детям. Гитлер вышел к министру пропаганды и бросил: «Делайте, что хотите, я не отдаю больше приказов». Затем он вызвал к себе адъютанта Шауба, достал из сейфа папку со своим личным архивом и велел сжечь бумаги. Фельдмаршал Кейтель, который прибыл к Гитлеру на доклад, так и не удостоился приема. «Я никогда не покину Берлин. Я погибну на ступенях рейхсканцелярии», произнес фюрер и захлопнул дверь. 23 апреля, 15 часов 20 минут. В бункер прибыл министр вооружения и боеприпасов Альберт Шпеер, чтобы лично проститься с фюрером. Он заметил нечто необычное. В приемной было накурено. На столе стояли початые бутылки со спиртным. Когда Гитлер переходил из помещения в помещение, никто из сотрудников не вытягивался перед ним по стойке смирно. Они даже не прекращали разговоры друг с другом. Из глаз фюрера текли слезы, когда он слушал Шпеера. «Жизнь не прощает слабости», — невпопад изрек Гитлер. 26 апреля, 6 часов утра. Как обычно, в это время его пришел разбудить денщик. Гитлер уже не спал, но в полной апатии лежал на кушетке. На завтрак он заказал горячее какао и пирог. В последние дни его страсть к пирогам стала болезненной. Фюрер, похоже, только теперь окончательно осознал, что он проиграл. Он молил о смерти, как об избавлении от невыносимой реальности. Позавтракав, Гитлер вышел в коридор бункера. Он передвигался с большим трудом, волочил ногу. Его глаза были налиты кровью, изо рта капала слюна. Фюрер, всегда отличавшийся опрятностью, выглядел неряшливо. Пятна на френче, крошки от пирога в усах. Он поговорил с адъютантами о собаках и их дрессировке, о еде и глупости окружающего мира. После этого глава Рейха поплелся в дежурку, где содержались собаки.
Здесь он долго играл со своей овчаркой Блонди и 5 ее щенками. 26 апреля, 14 часов 40 минут. Гитлеру донесли, что рейхсфюрер СС Гиммлер предпринял попытку начать с западными союзниками по антигитлеровской коалиции переговоры о капитуляции. Гитлер был взбешен. Он истерично выкрикивал проклятие Гиммлеру. Под горячую руку попал подчиненный Гиммлера Фегелейн, женатый на сестре Евы Браун. Он имел неосторожность позвонить в бункер родственнице и сказать: «Ева, ты должна покинуть фюрера. Речь идет о жизни и смерти». Гитлер приказал разыскать Фегелейна и расстрелять его без суда и следствия. «Бедный, бедный Адольф», – причитала Браун, – «все тебя покинули, все тебя предали». 28 апреля, 23 часа 40 минут. Гитлер приказал доставить в бункер чиновника, имеющего право зарегистрировать в установленном порядке его брак с Евой Браун. Около полуночи его привезли на танке. Свидетелями выступили Геббельс и Борман. Под формуляром, в котором была строчка о том, что оба являются лицами арийского происхождения и не страдают наследственными заболеваниями, Ева попыталась было подписаться своей девичьей фамилией, но потом исправилась и вывела Ева Гитлер, урожденная Браун. 29 апреля, 14 часов 15 минут. В обед Гитлер принял генерала СС Монке, который отвечал за оборону правительственного квартала. «Сколько вы еще продержитесь?» – спросил он. «Максимально сутки, мой фюрер, не дольше», – ответил генерал. Гитлер вызвал своего кинолога и приказал ему отравить овчарку Блонди, чтобы та не попала в руки советских солдат. Причем тем ядом, что лежал у него в сейфе. После предательства Гиммлера он с недоверием относился даже к зелью, изготовленному в лаборатории СС. Однако яд оказался добротным. Блонди испустила дух, как от удара молнией. После этого кинолог пристрелил на улице ее 5 щенков. Фюрер в последний раз ненадолго покинул бункер, чтобы проститься со своей любимой собакой. Когда он вернулся, ему подробно доложили о смерти Муссолини. На несколько минут фюрер оживился. Он потребовал предоставить ему сведения о дислокации боеспособных частей и их возможном участии в спасении Берлина. Однако час шел за часом, а необходимых данных не поступало. Управленческая машина сломалась окончательно. 30 апреля, 7 часов утра. Советская артиллерия уже 2 часа вела адский огонь по правительственному кварталу. Генерал Монке доложил: «Мы в состоянии продержаться всего несколько часов». К фюреру зашла Ева Гитлер и пригласила его подняться к выходу из бункера, чтобы в последний раз взглянуть на солнце. Однако обстрел на улице был столь интенсивным, что фюрер так и не решился высунуть нос. На обратном пути он встретил своего адъютанта Гюнше и приказал доставить в бункер как можно больше канистр с бензином. Они понадобятся для того, чтобы сжечь его труп. 30 апреля, 14 часов. Гитлер пообедал вместе со своими секретаршами и личным диетологом. К фюреру явился его личный пилот Бауэр. Он сказал, что готов самолет, имеющий запас топлива на 11 тысяч километров, на котором Гитлер может быть доставлен в одну из арабских стран, в Южную Америку или Японию. Тот ответил отказом. Фюрер дарит Бауэру портрет Фридриха Великого. На прощание произносит: «На моем надгробье должна быть высечена эпитафия: жертва его генералов». 30 апреля, 15 часов 20 минут. Гитлер и Ева уединились в апартаментах фюрера. Около 3:30 секретарша услышала одиночный выстрел. В комнату вошел денщик Гитлера. Вскоре он вернулся и доложил Борману: «Господин рейхсляйтер, это случилось». Бездыханный Гитлер сидел с открытыми глазами на софе. На правом виске его зияла дыра размером с монету. Рядом лежал Вальтер. Фюрер сначала раскусил ампулу с ядом, а после нажал на спусковой крючок. Рядом был труп Евы. Она сидела, поджав ноги, в голубом платье с накрашенными губами. Она тоже приняла яд.
После самоубийства труп фюрера по его же наказу камердинер Хайнц Линге с подельниками попытался сжечь. Тело было обезображено огнем, и нельзя было уверенно сказать, кому оно принадлежало. Поэтому существовала версия, что в Берлине в 1945 году погиб двойник фюрера. После Второй мировой войны ФБР активно проверяло версию о побеге фюрера в Аргентину. Первый доклад датируется 21 сентября 1945 года. В нем речь шла о том, что Гитлер якобы добрался на подлодке до Южной Америки, а 6 высокопоставленных аргентинских чиновников предоставили ему убежище – ранчо в южной части Анд. В СМИ также писали, что вождь нацистов скрылся в Южной Америке, женился на негритянке, жил в нищете и дожил до глубокой старости. Такую версию озвучивали бразильские историки. Еще по одной версии Гитлер с Евой Браун бежали в Аргентину и скрылись в Альпах. В марте 2017 года ФСБ России, чтобы положить конец всяким россказням о чудесном спасении Гитлера из осажденного Берлина, разрешила группе французских ученых во главе с профессором Филиппом Шарлье провести донтологический анализ сохранившейся челюсти Гитлера. Ученые утверждают, что не осталось никаких сомнений в том, что данная челюсть действительно принадлежала Адольфу Гитлеру. На каком основании они сделали подобный вывод? Они сравнили челюсть с сохранившимися рентгеновскими снимками зубов фюрера и с документами о сделанных ему зубных протезах и имплантантах и убедились в полном соответствии объекта описанию. На этом у меня все. Если видео было для вас интересным, ставьте лайки и не забывайте подписаться. Ну и, конечно, спасибо за просмотр.